Почти 2000 обманутых клиентов и около 7 миллиардов рублей, растворившихся где-то на счетах островных офшоров, это тянет на рекорд десятилетия среди лопнувших финансовых пирамид. 5 миллионов рублей. 250 тысяч. Я дал 2 миллиона. 3,5 миллиона, ни копейки не вернули. 8 миллионов. Они обещали, что это гарантированно от 10 до 14%, но в худшем варианте доход 10% до гарантирован. Вам что-то выплачивали? Ни копейки. Пенсионеры и чиновники, стюардесса и переводчик, директор клуба и бывший нефтяник. Каждый хотел стать немножко брокером и отнес все накопления в инвесткомпанию QBF, что занимало аж 3 этажа в сверкающих башнях Москвы-Сити. Только на рекламные видеоролики аферисты тратили десятки миллионов. Как мне достичь финансового благополучия? Что делать со своими сбережениями? Вместе мы успешно создаем финансовое будущее. QBF и есть новый мир. Компания брала у нас деньги под участие в IPO, под приобретение ценных бумаг, но на самом деле выводила их в офшоры, в том числе вкладывала в девелоперские проекты бенефициара главного Шпакова Романа. Ныне владелец QBF Роман Шпаков в розыске, а года 3 назад он не слезал с голубых экранов, как гуру финансового рынка. Вот Шпаков лично режет ленточку, открывая очередной филиал в Калининграде. Удивлять, наверное, мы будем в первую очередь своим профессионализмом и качеством той работы. На эту удочку попадались даже люди известные. Семья бывшего вице-мэра Екатеринбурга лишилась миллиарда рублей, а балерина Анастасия Волочкова отдала инвесторам с большой дороги 3 миллиона, заработанных годами неустанных фуэте и шпагатов. Прошел год, и эти клоуны слились просто и сказали, а мы вообще к этому теперь не имеем никакого отношения. Я дошла до директора компании Станислава Матюхина. Он, испугавшись публичности моего имени, 500 тысяч рублей перечислил мне на счет. Того самого гендиректора Матюхина еще летом сняли с должности и лишили квалификационных аттестатов после обысков в офисах компании. 7 лет я проработал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России. Перед нами стоит амбициозная цель вывода группы компаний в лидеры финансового рынка. Возбудили уголовное дело о мошенничестве с офшорами. Шпаков бежал в Эмираты. 2 его подельников арестовали. И лишь Станислав Матюхин остался на свободе. Мы его застали врасплох прямо в офисе QBF. Скажите, а почему, при том, что исчезли 7 миллиардов, вы до сих пор не за решеткой, не в СИЗО? Вопросы как генеральный директор. Кто вас покрывает? Буду объяснять. Вот этот человек принимал деньги? Я перечисляла денежные средства в компанию, в которой он являлся непосредственно генеральным директором. Стоило обманутой клиентке вызвать полицию, как господин финансист припустил по коридору с прытью зайца. Давайте дождемся полиции. Куда вы бежите? Почему вы убегаете? Не убегайте, не покидайте нас. Послушайте, не уходите, пожалуйста. Куда вы уходите? Вот это вот настоящий раритет. Это вот та самая лицензия, под которую сюда и принесли деньги. Сейчас эта лицензия уже аннулирована, отозвана. Сотрудников сомнительной конторы задержали. Временный управляющий не смог объяснить, чем они занимались. А что с возвратом денег потерпевшим? Послушайте, срок, установленный приказом, распоряжением ЦБ, когда аннулировали лицензию, срок был установлен 19 января. Зато сами обманутые сообщили, что происходит. Постоянно звонят бывшие менеджеры QBF, предлагают доплатить, чтобы я деньги вытащил. То есть вам сейчас предлагают еще доплатить? Да, причем такую же сумму. Кто-то даже успел лишиться денег и по 2-му разу. Почему так устроено? Ведь не первый раз мы это проходим. Уже были эти финансовые пирамиды. Люди обжигались, продавали квартиры, теряли деньги. И снова потом какая-то финансовая пирамида, и опять люди хотят в это верить. На самом деле это психология, глубинная психология, которая... Где-то внутри сидит мысль о том, что вот сейчас я как-то выгодно вложу, и моя жизнь изменится. Обыск шел до 3 ночи. У обманутых клиентов QBF появилась надежда на то, что они получат, наконец, статус потерпевших по уголовному делу, а значит и хоть какой-то шанс на возмещение ущерба. Александр Карпов, Егор Матюхин, Сергей Величко, Екатерина Юдина. Неделя в городе.